Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео давайте остановимся на 10, по моему мнению, то есть как я думаю, 10 самых важных русских пословиц и поговорок. Я вам назову эти пословицы, расскажу, что они означают, и мы с вами поговорим, в каких ситуациях их тоже можно говорить, использовать. Пословицы и поговорки помогают лучше понять культуру, мышление и привычки русских людей. Пословицы – это короткая мудрость народа, которая пришла сегодня к нам, современным людям, из глубокой древности. Итак, первая пословица. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Значение: чтобы чего-то добиться, нужно очень постараться. Нужно приложить усилия. Если смотреть с культурной точки зрения, то для русских людей важно трудолюбие и настойчивость. Пример. Студент учит русский язык каждый день, а не только перед экзаменом. Можно привести пример эту фразу. Помни, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Следующая пословица: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. С культурной точки зрения обозначает, что для русских людей важны человеческие отношения. И очень важна вот эта вот дружба между людьми. А значение дружба и связи между людьми важнее материального богатства. Пример. Твой друг помогает тебе подготовиться к презентации. В данной ситуации ты скажешь: вот это точно. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Следующая, третья пословица. В тихом омуте черти водятся. Значение: спокойные люди могут быть хитрыми и скрытными. У них есть свои скелеты в шкафу. А с культурной точки зрения это как предостережение. Не оценивай людей только по внешнему виду. Пример. Коллега молчит все совещание и только в конце предлагает очень интересную идею. В данной ситуации можно сказать: вот это да, правильно говорят, в тихом омуте черти водятся. Следующее. Яблоко от яблони недалеко падает, что означает: дети очень часто похожи на своих родителей. С культурной точки зрения здесь прослеживается уважение к семье и традициям. Но будьте аккуратны. Чаще всего мы говорим «яблоко от яблони недалеко падает», когда мы недовольны поведением детей. Но не стоит забывать, что эту пословицу можно использовать и в положительном контексте. Например, сын известного музыканта очень талантливо играет на пианино или на любом другом музыкальном инструменте. Вот в данном случае очень хорошо сказать: посмотрите, яблоко от яблони недалеко падает. Что значит: и сын, и отец от одной яблони, от яблони талантливых музыкантов. Далее. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Что означает: лучше в руках иметь что-то надежное, чем надеяться, гнаться за недостижимым. С культурной точки зрения русские ценят практичность и реальность. Но можно посмотреть и с другой стороны, как будто русские не стремятся достигать каких-то высот, вершин,
надеяться на что-то невероятное. Пример, когда можно использовать эту фразу: вы решили учить по чуть-чуть русский язык каждый день, нежели или чем за один день выучить весь словарь. Согласитесь, в данном случае эта пословица идеально подходит. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Далее. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Что значит, нужно тщательно обдумывать свои действия. Важна осторожность и ответственность. А теперь посмотрим пример. Важно внимательно прочитать свою работу перед тем, как отдать ее экзаменатору. Проверить стиль, проверить на грамматические ошибки. Не торопитесь быстро отдавать свою работу. Конечно, я хочу приводить примеры, связанные с русским языком. Я ведь все-таки преподаватель. Следующее. Не все то золото, что блестит. Что значит, внешний вид может быть обманчивым. И здесь мы понимаем, что важна суть, а не форма. Например, красивое оформление кафе не означает, что там очень вкусная еда. Еще. Терпение и труд все перетрут. Упорство и настойчивость помогают преодолеть все преграды, все трудности. Настойчивость, кстати, для русских людей – это важная черта характера. Вот такие вот мы, настойчивые. И пример. Студент не понимает сложную грамматику и еще раз просит своего преподавателя объяснить какую-то грамматическую тему. Терпение и труд все перетрут. Далее. С кем поведешься, от того и наберешься. Что означает, люди перенимают привычки и черты характера других людей, которые находятся рядом. А здесь мы видим важность круга общения и влияния общества. И пример. Учишь русский язык с друзьями, которые тоже активно занимаются и практикуют русский язык, прогресс у тебя будет быстрее. И еще одна фраза: дело мастера боится. Что означает, профессионал справится с любым делом. А с культурной точки зрения здесь мы видим уважение к труду и мастерству. Например, опытный преподаватель объясняет сложную грамматическую тему так, что всем сразу все становится понятно. Вот такой мой топ 10 русских пословиц и поговорок, которые помогают понять отношение русских к другим людям. А если вы хотите узнать топ-10 пословиц и поговорок о работе или топ-10 пословиц и поговорок о дружбе, то пишите в комментариях, может быть, сделать и такие видео. Сегодня все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить и общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.